Всем привет! Продолжение следует. А мы только что с дочкой спустились с горы Петерсберг и вновь оказались на Соборной площади. Это одна из самых красивых площадей Германии, и прежде всего она поражает своими размерами – 4,9 гектара, а также неповторимым архитектурным обликом, так как здесь, на этой площади, мы видели и собор Девы Марии, и собор Святого Северия. Мы прошли эту площадь и очутились на одной из уютных улочек города Эрфурта. И попали в магазин, винный магазин. Здесь столько много красивой посуды и кувшины, и бочки, и бутылки. Вот здесь что мы читаем? Бальзам манго. Здесь что мы в бочках сейчас увидим? Ну, здесь очень много всяких названий и напитков. Здесь Панама ром. Читаем, здесь указан и объем 100 мл, и цена. А здесь Макмюра Вальба, шведский виски. Много всевозможных бутылок. А здесь вообще, эта витрина мне напомнила кабинет химии. Тут столько колб, кувшинов и всевозможного цвета жидкостями, и красного, и желтого, и зеленого. Ну, просто не отвести глаз. И вот на этой улице в каждом окне что-то видели интересное. Здесь за окном увидели стеклодува. Вот мужчина колдует и что-то мастерит из стекла. Ни на кого не обращает внимания, люди все останавливаются, заглядывают в окно, а в следующем окне, вот здесь же, вот плоды его труда, изделия из стекла. Здесь и всевозможные статуэтки, и кувшины, и фужеры, и вот курочки, и утки, и белое стекло, и цветное. В общем, сплошная красота. А за следующими дверьми мы увидели книги и человека, который посматривает на нас и поглядывает, бросили ли мы вот сюда, куда указано 2 евро или 1 евро. Вот тут еще и касса есть. И мы вновь оказались на площади, которая называется Рыбный рынок. И вот мне понравился трамвай из 5 вагонов. Представляете? Целый поезд, почти поезд. Такой интересный, цветной, яркий. И вот он только отъезжает, подъезжает другой, не менее красивый и такой же симпатичный. Вот он сейчас покажется из-за угла. А вышли мы снова к зданию ратуши. Потому что это место, где можно ходить и смотреть до бесконечности. Вот снова эти же дома красивые со скульптурами. Мы зашли за здание ратуши и видели вот такую фигурку. Мы ее назвали Вафелька. Вот она пользуется успехом. Тут все фотографируются и все снимают видео. Вышли мы на площадь Бенедикт-плац и впервые увидели фахверкные дома. Вот такую красоту. А искали мы эту площадь неспроста, потому что с нее начинается мост лавочников. Да, есть в Эрфурте такой мост лавочника. Вот, это мост через узкую реку Гера, и он больше напоминает обычную городскую улицу, так как на нем стоят 32 жилых здания. Раньше их было больше, но пожаром многие дома были уничтожены. И это единственный средневековый жилой мост, который сохранился в Германии к северу от Альп. Вот, посмотрите, какая ширина этого моста. Вот эта река Гера, на которой стоит город Эрфурт. Неглубокая, тихая. И вот мы проходим под одной из опор этого моста. Очень широкий мост, опора этого моста. И посмотрите, что мы видим. Действительно, это мост, на котором стоят жилые дома. Вот эта река Гера спокойная, тихое течение, не глубокое, мелкое, все дно видно, как на ладошке, все камушки. Противоположный берег весь в зелени,
и трава, и камыши, и деревья, и туристы, которые здесь просто отдыхают, находившись по узким симпатичным улочкам города Эрфурт. А это эти самые фахверные дома, жилые дома. И вот фахверные дома не характерны для Эрфурта. Здесь преобладают другие архитектурные стили, но эти яркие и разноцветные здания вносят свой шарм в общий облик города Эрфурт. А мы идем по течению реки Гера. Вот набережная такая красивая, цветастая, в огромных катках растут и цветы, и деревья. Мост, и не один мост, а это уже современные мосты, они построены для удобства в первую очередь местных жителей, для туристов. Вот здесь еще цветы вовсю цветут, противоположный берег весь зелени, каштан растет на берегу, видно вон плоды, и уже видно, что листья-то жухнут на каштане, да, уже скоро осень. И вот здесь очень хорошо видно, что у реки Гера два рукава, вот один был рукав, и вот второй. Такое же тихое, спокойное течение, неглубокое, вот здесь уже и уточки появились, увидели мы уточек. Плавают себе и плавают. А впереди еще один мост виден, и их очень много, таких мостов. Вот этот город Эрфурт, который стоит на реке Гера. Вот видите ступеньки, мы сейчас туда придем. И вот здесь или идешь узкими улочками, любуешься домами, или любуешься водной гладью реки Гера. А здесь отдыхают не только уточки, но и туристы. Вон ходят по реке, вдоль и поперек, не глубоко по щиколотку. И ходят еще уточки, и белые, и серые, и разноцветные. Вот моя нога, показываю, прям вот в такой, мимо меня ходит. Как хозяева. А почему как? Они и есть самые настоящие хозяева города Эрфурт, и в частности этой реки Гера. Он что тут делает, дети? Вот на мосту такие фахверные дома, жилые дома. Этот мост был здесь еще 1000 лет тому назад. После пожара он был восстановлен. Вот тогда-то и появились на мосту первые торговые лавочки. Но пожары были не один, не два и не 3 раза. Но каждый раз этот мост отстраивали заново, потому что это было бойкое торговое место. Только в 1510 году мост получил свое современное название Кремербрюке. И до сих пор на этом мосту, вот на этой обычной городской улице, которая расположена на самом мосту, до сих пор много маленьких магазинчиков, лавочек. Вот мы идем, куда интересно, заглядываем, нет, проходим мимо. Вот это детский магазин с детскими вещами, аксессуарами. Все яркое, пестрое, красивое. И что обратила внимание, в вазонах у многих магазинов растут подсолнухи. Здесь кафе, можно приятно тихо посидеть и отдохнуть. Здесь можно полюбоваться посудой. Вот что мы и делаем. Здесь детская посуда с мишками, с колясками и с животными. Здесь вход в магазин, вот стенд. Вход так необычно, оригинально оформлен. Вот чашки, вот вам витрина. А мы походили по улицам города Эрфурта, очень много что увидели и решили остановиться, посидеть, покушать. Остановились в ресторане, который находится за ратушью на площади Рыбный рынок. Не прошло и 20 минут, дочки принесли суши.
Вот такую красоту. Она мечтала в Германии поесть суши. Не было возможности. Нет, я мечтаю их кушать в Украине. Я мечтаю, но пока нет такой возможности. Ты мечтала попробовать здесь. Вот. А я суши не ем. Наслаждаюсь пивом и прекрасной атмосферой на улице. Просто красота. А мы сейчас здесь кушаем и возвращаемся домой. Идем пешком на ЖД вокзал, садимся на поезд, а потом на автобус. Тань, ну тебе хотя бы внешний вид блюда нравится? Да. У нас рыбы, конечно, побольше в Харькове. У нас это тут креветочка. Все, тебе приятного аппетита. Спасибо большое. Здесь, рядом с ратушью, находится макет города, где мы видим Соборную площадь и историческое сердце города, собор Девы Марии и собор Святого Северия. Наше путешествие по городу Эрфурт заканчивается. Мы прибежали на ЖД вокзал, а здесь соревнования по волейболу. Музыка и так шумно. Вот без 6:04 у нас поезд в 4:08. Всем пока из Эрфурта. А мы уже в поезде. Вагон свободный, много свободных мест, мы сидим вдвоем. Не могу сказать, что мы устали. В общей сложности мы ходили чуть больше 4 часов, но мы получили такое удовольствие. Столько красивых исторических мест увидели, что никакой усталости нет, одно удовольствие. Вот мы уже выехали из Тюрингии, уже едем с пересадкой на втором автобусе, и через 5 минут мы уже дома. Я повторюсь еще раз и скажу, что нам очень понравился город, очень понравился. И всем желаем таких же хороших, захватывающих эмоций. Пока!